В эфире программа «Кроссток», где ничто не остается без внимания. С вами Питер Лавель. Традиционно роль СМИ была в том, чтобы информировать общество и контролировать работу власти. В наши дни все иначе. В основном средства массовой информации просто поддерживают мнение элит. Неудивительно, что в обществе возникла потребность в альтернативных источниках информации. О роли СМИ мы поговорим с гостями нашей программы. Из Шарлоттсвилля с нами на связи Дэвид Свонсон, руководитель проекта worldbeyondwar.org. В Вашингтоне находится Брайан Бейкер, национальный координатор антивоенной коалиции «Ансер». А в Фениксе Патрик Хеннингсон, журналист, писатель и основатель новостного сайта 21stcenturyyear.com. Итак, по правилам нашей программы вы можете вступать в дискуссию в любой момент, не дожидаясь приглашения. И я прошу вас не стесняться. Брайан, мой первый вопрос вам. Мне не хочется посвящать всю программу истории с компанией Sony, но меня поразило, что пресса даже не попыталась проанализировать эту ситуацию. Все просто сошлись во мнении, что во всем виноваты корейцы. Тут же начали приниматься законы и накладываться санкции, при том, что никто на самом деле не пытался разобраться в происшедшем. Эксперты умирают от смеха над этой историей, но их никто не слушает. В чем же назначение СМИ в наши дни? Американская пресса придерживается сценария демонизации КНДР или Северной Кореи. Это происходит уже довольно долго. Например, в прокат вышел фильм, прославляющий жестокое, отвратительное убийство главы Северной Кореи. Попробуйте взглянуть на эту ситуацию с точки зрения жителей Северной Кореи. Во время Корейской войны, которая шла с 1950 по 1953 годы, Соединенные Штаты забрасывали Северную Корею бомбами. В конце войны американские пилоты жаловались, что в Северной Корее больше нечего бомбить. Они сбросили на эту страну немыслимое количество напалма. Погибло 4 миллиона корейцев. Далее, с момента подписания в июле 1953 года Корейского соглашения о перемирии, США отказывались заключить с Северной Кореей мирный договор. Вместо этого дважды в год Америка проводит масштабные и сложные военные учения, симулирующие вторжение в Северную Корею и ее ядерное уничтожение. Это самые крупные военные учения, которые проводят США. Одновременно с этим американские СМИ постоянно выступают против Северной Кореи. Ситуация в прессе только ухудшилась после того, как в январе 2002 года президент Буш заявил, что Северная Корея, Ирак и Иран являются элементами оси зла, а потом он предложил вторгнуться в Ирак и казнить главу этого государства. Как видите, с точки зрения жителей Северной Кореи, фильм «Интервью» не кажется таким уж смешным. Скорее, они видят в этом угрожающий план и отражение реальности. Хорошо, Патрик, вопрос вам. Как вы считаете, возможно, просто настала очередь Северной Кореи? Иногда кажется, что США играют в рулетку, и на этот раз выпала Северная Корея. Принимая во внимание дискуссии вокруг взлома серверов компании Sony, мне бы хотелось отметить, что Майкл Линтон, исполнительный директор Sony, также входит в состав Совета попечителей корпорации Rand. Журналистка газеты «Вашингтон-Пост» Эрн Хорнедей написала о том, что в июле во время окончательного монтажа фильм проходил через руки специалистов из Rand, а также из Госдепартамента. В обоих случаях картина получила добро. Госдепартамент США даже отметил, что этот фильм, когда его выпустят на DVD, сыграет важную роль в деморализации северокорейского режима. Эта статья была опубликована в Вашингтон-Пост. Как видите, история о том, что взлом серверов компании Sony совершили хакеры из Северной Кореи, сфабриковали Sony и Вашингтон, а пресса ее просто подхватила. Затем они якобы обнаружили группу хакеров из Северной Кореи под названием Юнит 121, которая взломала серверы из какого-то подвала в Пхеньяне. Источником этой информации стала речь Ким Чен Ына, которую он произнес в прошлом году в Южной Корее. США
ее просто процитировали. Получается, Госдепартамент и Белый дом получили сведения об опасных северокорейских хакерах прямо из уст Ким Чен Ына. Если вдуматься, то это просто немыслимо. Поразительно. Дэвид, давайте представим гипотетическую ситуацию. Допустим, какой-нибудь известный или не очень известный российский режиссер снял фильм об убийстве темнокожего президента Соединенных Штатов. Как бы на это отреагировали американцы и пресса? Совершенно иначе, конечно же. Никто никогда не признает лицемерие. Оно уже практически стало нормой. Международное негодование проявляется весьма выборочно в отношении определенных стран. Если в Северной Корее, России, Иране, Венесуэле что-то не так, поднимается шумиха. А если в Саудовской Аравии человека порют плетьми за богохульство, то все тихо и спокойно. Мы осуждаем поступки иностранных властей, но подобные действия в порядке вещей для американского правительства. Как смеет Россия нарушать закон, слышим мы обвинения в предполагаемых преступлениях, которые США совершают с завидным постоянством? Как смеют палестинцы пытаться соблюдать верховенство права? Лицемерие никто не признает, так как речь идет не столько об освещении событий, сколько о цитировании заявлений власть имущих. В материалах популярных корпоративных СМИ в США нет никакого мыслительного процесса, нет расследований, нет никакой проверки подготовленного материала. Нас просто кормят пропагандой и говорят, как нам нужно думать и кого ненавидеть. Вот именно. Брайан, вопрос к вам. Я смотрю брифинги Госдепартамента США. Там есть один журналист Мэтт Ли из Associated Press, который зачастую не согласен с позицией Госдепа. Он поднимает интересные вопросы, и ответы на них можно показывать на комедийных каналах. Но все остальные журналисты просто сидят там и молчат. Они ведь должны понимать, что они, как транспортная лента, лишь переносят слова Госдепа в публикации. С тем же успехом на брифингах могли бы сидеть стенографисты и записывать все заявления. Эти журналисты понимают это, не так ли? Репортеры отдают себе в этом полный отчет. Они каждый день подвергают себя самоцензуре, понимая, что если будут задавать властям каверзные вопросы, их карьере моментально придет конец. Как минимум, этим СМИ откажут в доступе к важным людям из правительства, на которых они ссылаются как на неназванный источник. Не обойдется без последствий, выговоров и увольнений. Конечно, репортеры знают, что они часть системы пропаганды. Вероятно, пара журналистов может вести себя независимо, пока это не очень опасно. Некоторых участников нашего антивоенного движения приглашали на CNN, Fox News, MSNBC. И вдруг в один момент в 2002 году их всех отлучили от популярных СМИ, потому что тогда готовились к войне в Ираке. Это свидетельствует о кардинальных переменах, ведь даже такой редкий голос прогрессивной оппозиции в США, который хоть изредка, но появлялся в эфире, теперь был полностью лишен такой возможности. Американские средства массовой информации — машина пропаганды, которая вторит правительству США, в чем мы убедились на примере Украины, Палестины, Северной Кореи, Сирии. Эти СМИ — не что иное, как рупор политики американского правительства, которое представляет интересы американских корпораций, банков и военно-промышленного комплекса. Патрик, перейдем к вам. Какая роль отведена Мэтту Ли, этому, так сказать, одинокому волку? Я лично им восхищаюсь и очень рад, что он задает подобные вопросы. Однако до начала программы вы отметили, что в средствах массовой информации о них практически ничего не пишут. Это так. Было бы здорово, если бы в Associated Press печатали хотя бы некоторые из тех каверзных вопросов, которыми Мэтт Ли пытает Джен Псаки и Мари Харв. Вообще, брифинги в Госдепартаменте напоминают игру бинго в санатории после обеда. Кроме Мэтта Ли, там все чуть ли не засыпают. Корреспонденты РТ, конечно, тоже молодцы. А в целом, эти собрания во многом постановочные. Как уже отметили до меня, после событий 11 сентября, многие ведущие СМИ заняли четкую проправительственную позицию. Во многом
многом это связано с приходом во власть таких фигур, как Карл Роуф. Это он сказал: мы создаем собственную реальность, и высказал другие прекрасные и глубокие мысли. То есть сейчас мы находимся в ситуации, когда доступ к СМИ очень важен. Вашингтон именно так и работает уже несколько десятков лет. Однако в 21 веке, мне кажется, это приобрело несколько другую форму, и это не может нас не беспокоить. У нас огромные проблемы с руководством средств массовой информации. Насколько я помню, все ведущие СМИ контролируются 7 крупнейшими корпорациями. В совете директоров этих корпораций сидят люди, которые занимают аналогичные посты в CBS, Westinghouse, New York Times, Carlyle Group, Walt Disney, Boeing и так далее. Выходит, что одни и те же люди одновременно входят в советы директоров и крупнейших компаний военно-промышленного комплекса, и крупнейших СМИ. Эти компании производят ракеты «Томагавк», самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления, малозаметные бомбардировщики, бомбардировщики Би-52. Ясно, что в преддверии войны, когда ее нужно продать народу, СМИ принципиально важны. На мой взгляд, один из самых ярых пропагандистов войны в истории страны — это Вольф Блицер, ведущий CNN. Например, недавно, когда после публикации доклада о пытках Блицер попытался в эфире вывести из себя Дайан Файнстайн, главу Сенатского комитета по разведке, она дала отпор, а он сказал: «Ну, я просто выполняю свою работу». Он ей говорил что-то вроде: «Не кажется ли вам, что публикация доклада угрожает жизни людей?» Военные подразделения были приведены в состояние боеготовности. Дайан Файнстайн пыталась поставить его на место, а он ответил: «Я просто выполняю свою работу. Я лишь сообщаю то, что говорит Министерство внутренней безопасности. Просто выполняю свою работу». Но вот в чем дело, Питер. Вольф Блицер не выполняет свою работу. Нет. Он, наоборот, должен подвергать сомнению заявления властей. Хорошо. Господа, мы вынуждены ненадолго прерваться. После короткой паузы продолжим разговор о средствах массовой информации. В эфире программа «Кроссток», где ничто не остается без внимания. С вами Питер Лавель. Напомню, мы обсуждаем роль СМИ в наше время. Дэвид, мой очередной вопрос снова к вам. Все мы помним, под каким предлогом Джордж Буш незаконно вторгся в Ирак в 2003 году. Но что интересно, согласно недавнему опросу общественного мнения, 42% американцев верят, что в Ираке действительно было найдено оружие массового уничтожения. И все это благодаря СМИ, что, в общем-то, понятно. Этому верят 52% республиканцев и 46% независимых избирателей. Почему так получилось? Неужели людям настолько промыли мозги, что они действительно поверили в эту ложь? Дело в том, что когда в прессе разоблачают ложь, то выбирают шрифт поменьше и полосу подальше. А в эфире разоблачения встречаются куда реже, чем ложь. Люди проникаются ею и держатся за нее. В Организации за объективную и достоверную журналистику, FAIR, проанализировали нынешнюю рекламную кампанию в поддержку войны, развернутой США в Ираке и Сирии. Были исследованы популярные воскресные передачи политической направленности, и оказалось, что всего один гость таких программ высказывался против войн. Таким образом, по сравнению с 2002-2003 годами, позицию таких людей освещают намного хуже. Эта же организация посчитала, что в подобных передачах 2/3 гостей — сторонники пыток. И это вся дискуссия. И никаких опровержений не делается, несмотря на факты. На неделе я читал аналитический раздел Лос-Анджелес Таймс, и автор одной из статьи предлагает в качестве борьбы с неравенством в США увеличить численность вооруженных сил. Ну да, ведь если обложить миллиардеров налогами, не дай бог кто-нибудь пострадает. На той же странице другой автор утверждает: если вы против повального лишения свободы, то должны радоваться, что губернатор Вирджинии так легко отделался. Ну да, ведь к человеку его уровня должно быть особое отношение. И на той же странице: если хотите положить конец пыткам и вывести страну из тьмы, в которую ее вогнал
Чейни. Нужно снова их запретить, а не применять уже действующий закон к людям, которые прибегали к пыткам. И это весь спектр аналитики, который, кроме, быть может, карикатур, там ничего не противопоставляется. Брайан, я хочу напомнить еще об одном громком событии, одном из самых громких в истории, когда над Украиной был сбит рейс MH17 малазийских авиалиний. Мы все прекрасно это помним. В СМИ только и говорили об этом крушении, однако сейчас тему замалчивают. В популярных СМИ никто ее не обсуждает, не требует провести расследование и не пытается узнать, что на самом деле произошло. Виноватых ведь уже нашли, а правда значения не имеет. Совершенно верно. Чтобы сделать из кого-то чудовище, достаточно придать некое событие необычайной огласки, прибегая при этом к определенной риторике. В крушении авиалайнера на востоке Украины обвинили российские власти и силы оппозиции, которые сражались с фашистским правительством. После этого о крушении забыли. В западных СМИ о нем больше ни слова. Мы то и дело сталкиваемся с примерами того, как искажаются факты, даже на примере того же взлома серверов Sony. Эксперты в соответствующей области говорят, что Северная Корея к нему на самом деле не причастна. У ФБР на самом деле нет доказательств. Тем не менее, в конце года на своей итоговой пресс-конференции Обама не упомянул об огромном докладе, подготовленном в Сенате. А этот доклад на 567 страницах. Он доказывает, что государственные служащие, которых Обама, кстати, освободил от ответственности, именем правительства США проводили чудовищные пытки, якобы на законных основаниях. О докладе он не сказал ни слова. О чем он говорил? О взломе серверов Sony и причастности к нему Северной Кореи. Президент Соединенных Штатов искажает факты, и ни одно средство массовой информации не обращает на это внимания. Потому что все эти СМИ, как я уже сказал, лишь вторят властям и корпоративной элите. Да. Хорошо, Патрик, такое ощущение, что мы снова и снова наблюдаем за тем, как хвост виляет собакой. В любом примере, который мы не приведем, все перевернуто с ног на голову. А когда из события больше нечего выжить, его выбрасывают и находят новое. Так и было в случае с Sony. Кроме того, была обеспечена масштабная реклама весьма посредственного фильма, и, возможно, акции компании даже немного поднялись в цене. На мировом рынке англоязычных СМИ на протяжении последних 50-60 лет преобладали Соединенные Штаты и Великобритания. Но их монополии противопоставили себя такие англоязычные источники информации, как ваш канал и многие другие. Однако до сих пор господствующим остается принцип хлеба и зрелищ, особенно в подаче американских каналов. И Fox — ярчайший тому пример. Римляне под хлебом и зрелищами имели в виду, что правящий класс путем подкупа получал одобрение народа. Вы говорили о журналистах, которые освещают деятельность правительства, и сравнили их со стенографистами. По-моему, вы их пожалели. Они скорее перебежчики. В CNN, например, работает ряд штатных сотрудников Белого дома. MSNBC почти полностью укомплектован членами Демократической партии. Наблюдается огромный отток кадров из правительства в крупные СМИ, что, на мой взгляд, чревато последствиями. Я вспоминаю, как Уильям Колби, бывший директор ЦРУ, еще в 80-х сказал, что любой маломальски важный сотрудник ведущих СМИ в кармане у ЦРУ. А Фил Грэм из Вашингтон-Пост в разговоре с агентом ЦРУ сказал тогда, в 80-х, что в Вашингтоне дешевле нанять хорошего журналиста, чем девушку по вызову. Всего за несколько сот долларов в месяц. В этих СМИ на редакторских должностях работает 640 с лишним человек, сотрудничающих с ЦРУ. Среди них журнал «Тайм», если верить Карлу Бернштейну. Таким образом, нам оставили много подсказок. Но общество не до конца осознает масштаб проникновения служб безопасности США и Великобритании в работу СМИ. Это меня очень тревожит. Ведь если пресса — это четвертая власть,
то в какой-то момент эта четвертая власть превратилась в пятую колонну. И крушение MH17, как никакое другое событие года, иллюстрирует это утверждение. Дэвид, хочу сказать, что на мою программу приходили многие люди. Имен называть я не буду, смысл не в этом. Но среди них были неоконсерваторы. И каждый раз, когда речь заходила об Ираке, о Ливии или об Афганистане, они говорили: «Питер, мы должны пройти этот этап. Это было давно. Нужно думать позитивно, нужно думать о будущем». Ведь такой прием часто используют в СМИ. Да, вышел доклад о пытках. Да, мы пытали некоторых парней. Но нужно идти дальше. Знаете, мне кажется, что это весьма грубый подход, который совсем не обязывает о чем-либо думать. Представитель США при ООН Саманта Пауэр в своей статье утверждает, что нужно уделять меньше внимания последствиям бомбардировок Ливии, чтобы стремиться к бомбардировкам Сирии. Ведь если внимательно изучить последствия того, что было сделано в прошлом, не будет никакого желания делать то, что нужно. Все скоро устанут от войны. И люди пишут об этом как о чем-то совершенно приемлемом. Думаю, что для таких вот журналистов стенографист — это еще неплохое определение. Ведь стенографисты указывают имена тех, кто говорит. В американских СМИ большинство ужасного материала, будь то избирательные утечки информации или необоснованные заявления, подаются без имен. Они принадлежат анонимным источникам в правительстве. У людей вне властных кругов такой привилегии нет. Власти используют СМИ так, как не позволено больше никому. Совсем недавно знаменитый интервьюер Чак Тодд признался: «Если бы я задавал каверзные вопросы, ко мне на программу никто бы не приходил». А что касается печатных изданий, то достаточно проследить за судьбой Джеймса Райзена, чтобы понять, что за публикацию критики или нежелательных материалов можно попасть в тюрьму, что и грозит на данный момент корреспонденту «Нью-Йорк Таймс». Знаете, Брайан, я вот что заметил. Когда я пытаюсь объяснить своим российским друзьям, почему в США на передовицы попадают обливания ледяной водой или филейные части знаменитостей, я всегда говорю: на Западе любят истории о так называемых проблемах первого мира, в силу их зрелищности. Патрик как раз говорил о хлебе и зрелищах, которые вытесняют обсуждение каких-либо важных вопросов. И люди клюют на это. Сейчас для многих СМИ важно число просмотров их сюжетов, а не информативная ценность их материалов. Тем не менее, надежда есть. Сейчас в США набирает обороты новое движение в защиту гражданских прав, которое выступает против чрезмерного насилия со стороны полицейских. Каждые 28 часов от рук полицейских, общественных патрульных или охранников погибает чернокожий. Новое протестное движение против безудержной жестокости полицейских, чрезмерного насилия, массового лишения свободы набирает силу. Но это происходит не благодаря корпоративным СМИ. Здесь работают альтернативные средства массовой информации и социальные сети. Люди пытаются обрести свой голос в США, все больше понимая, что СМИ, проплаченные корпорациями, бесполезны. Новое поколение молодых людей отчаянно ищет альтернативные средства массовой информации. Поэтому надежда есть, хотя мы и признаем, что американская машина пропаганды, как уже сказали гости вашей программы, настолько влиятельна, что всецело контролирует все англоязычные СМИ по всему миру. И тем не менее, желание знать правду, жажда информации, жажда справедливости не пропало даже в США. Знаете, Патрик, это как раз тот случай, когда ситуация должна ухудшиться до такой степени, чтобы хотя бы часть населения США приняла какие-либо меры. Я разделяю оптимизм Брайана, ведь таким образом люди начнут действовать. Пассивности недостаточно, когда тебе лгут без зазрения совести. Многие американцы совсем ничего не знают о внешней политике и о поступках, которые совершают от их имени. Но когда дело касается поведения полиции в твоем родном городе, ситуация совсем иная. Патрик, вам слово. Питер, вы правы, поводы для оптимизма есть. Если говорить об общей аудитории, то у таких программ мейнстримных СМИ, как «Оперативный пункт» Вульфа Блицера
и 360 градусов с Андерсоном Купером очень маленький процент от общенациональной аудитории. Однако они все еще существуют. Их задача — формировать так называемую общепринятую реальность, когда все присутствующие на программе констатируют: реальность такая и такая-то, даже если она таковой не является. Это своего рода картель, синдикат. Картель СМИ ничем не отличается от банковского картеля, который осуществлял махинации со ставкой Либор. Только медиа-картель манипулирует информацией и контролирует главное звено — стратегическую точку, с помощью чего определяет общепринятую реальность для широкой общественности. Предыдущий оратор упомянул один важный момент. Он говорил о Джеймсе Райзене и других разоблачителях. Сейчас против разоблачителей идет война. К сожалению, наше время подошло к концу. Хочу поблагодарить моих гостей из Шарлоттсвилля, Вашингтона и Феникса. Благодарю и наших зрителей. До следующей встречи и помните о правилах программы «Кроссток». Тяжелый удар по репутации западных СМИ нанес один из самых известных и влиятельных журналистов Германии – Удо Ульфкотте, которого уже называют Сноуденом немецких СМИ. Он рассказал миру, как журналисты в Германии и других странах ЕС фабрикуют свои материалы. Ульфкотте сам под угрозой увольнения под диктовку ЦРУ создавал фальшивку о Каддафи. Сейчас журналисту угрожают исламисты. За его жену боевики назначили награду в 5000 евро.
Из-за опасений за свою жизнь Ульф Котте решил встретиться с нашим коллегой Михаилом Антоновым в секретной обстановке в одном из отелей Германии. 17 лет в редакции крупнейшей газеты Германии. Достаточно, чтобы изучить кухню политической журналистики, особенно если сам на ней каждый день кашеваришь. Удо Ульф Котте – бывший обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung. Его книга о том, чего стоят свободные медиа западного мира, не только в профессиональном смысле, а буквально, что там почем. «Продажные журналисты», так она и называется. Свобода слова в Германии, пишет Ульф Котте, симуляция, цена роста, сотрудничество со спецслужбами. Если вы как журналист не сотрудничаете со спецслужбами, то вам закрывают путь наверх по карьерной лестнице. В моей книге есть списки имен журналистов, у которых тесные связи с ЦРУ и БНД. Они все занимают руководящие должности, либо очень быстро продвигаются по карьерной лестнице. Невероятно быстро. Если вы отказываетесь сотрудничать, вы никогда не станете профессиональной элитой. Помню, 2 сотрудника разведки однажды пришли в редакцию и абзац за абзацем диктовали мне, что писать. По такому принципу работают все немецкие СМИ федерального значения. И именно так, под диктовку, предполагает Ульф Котте, в последнем «Шпигеле» появилась статья про то, что MH17 якобы сбили ополченцы. И дальше «Шпигелю» ведь доверяют. Этот вброс пошел гулять по страницам других изданий. Почему в телеэфире и в газетах ни слова про казни гражданских, про обстрелы жилых кварталов на юго-востоке Украины кассетными снарядами и фосфорными бомбами? Про точку У чего молчат? А нет заказа, без него не напечатают. Излишне принципиальным место максимум в районной многотиражке. Верстку солидного общественно-политического медиа диктуют из различных организаций, которые финансируются Вашингтоном. Никто не звонит в редакцию и не требует «травите хорошенько Россию». Дело в том, что колумнисты и обозреватели крупных немецких СМИ сами по себе являются участниками различных трансатлантических проамериканских организаций. Аспен Институт, Атлантический мост, German Marshall Fund of the United States, их очень много. В качестве «спасибо за лояльность» журналисту обеспечивают доступ к политикам и миллиардерам, устраивают эксклюзивы, на которых можно сделать себе имя и состояние. Нужные люди, умеющие писать, не живут на одну зарплату. Вдумайтесь, как журналист может позволить себе виллу в Тоскане или французском Провансе? Многие корреспонденты, о которых я пишу, владеют особняками за рубежом. Как это возможно? Дело в том, что все подвержены коррупции. Журналисты принимают большое количество подарков. Мне дарили золотые часы. Я вообще мог просить почти все, что мне вздумается, любые ценные вещи. Губернатор Оклахомы наградил меня званием почетного гражданина штата за проамериканские статьи. Эта грамота до сих пор висит у меня на стене в кабинете. Но посещения Оклахомы в его планах нет, и золотых часов он не носит. Иначе книга бы вряд ли написалась. А было тяжело, 3 инфаркта. Но Ульф Котте убежден, что это того стоило. Люди в Германии хотят знать правду. Книга стала популярна благодаря сарафанному радио. Население чувствует, что их обманывают и вводят в заблуждение, но у них не было доказательств. А теперь они говорят: смотри, он 17 лет принимал в этом участие. За 5 недель было продано 50 тысяч экземпляров, и это без рекламы. Невероятно. В центральных немецких СМИ ни одного сообщения о новом бестселлере. И точно так же с их стороны не было ни одной попытки публично оспорить факты, изложенные Ульф Котте, или защитить свою честь и достоинство в суде. Потому что у него есть доказательства. Единственной стратегией защиты от правды для Frankfurter Allgemeine Zeitung оказывается формула, которую так не любят журналисты. Без комментариев. Михаил Антонов, Александр Коростелев и Андрей Путро. Вести. Well, I've been a journalist for about 25 years. And I was educated to lie, to betray, and not to tell the truth to the public. But seeing right now, within the last months, how far, how the German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia. This is a point of no return, and I'm going to stand up and say. It is not right what I have done in the past, to manipulate people, to make propaganda against Russia, and it is not right what my colleagues do and have done in the past, because they are bribed to betray the people, not only in Germany, all over Europe. The reason writing this book was that I am very fearful of a new war in Europe,
and I don't like to have this situation again, because war is never coming from itself. There is always people behind it to push for war. And this is not only politicians, this is journalists too. And I just have written in the book how we have betrayed in the past our readers just to push for war, and because I don't want this anymore. I'm fed up with this propaganda. We live in a banana republic and not in a democratic country where we have press freedom, where we have human rights. If you see the German media, especially my colleagues who day by day write against the Russians, who are in transatlantic organizations and who are supported by the United States to do so, well, people like me, I became an honorary citizen of the state of Oklahoma in the United States. Just why? Just because I write pro-American. I wrote pro-American. I was supported by the Central Intelligence Agency, by the CIA. Why? Because I should be pro-American. I'm fed up with it. I don't want to do it anymore. And so I've just written a book not to earn money. No, it will cause a lot of trouble for me, just to give the people in this country, in Germany, in Europe, and all over the world, just to give them a glimpse of a view what goes up behind the closed doors. Yes, there is many examples for that. If we go just back to history, if you go into the year 1988, if you go to your archives, you will find in March 1988 there was in Iraq, the Kurdish people have been gassed with poisoned gas. That is known all over the world. But in July 1988, they sent me to a town called Zubaydat, that is on the Iraqi-Iranian border. There was war. It was war between the Iranians and the Iraqis, and I was sent there to photograph how the Iranians have been gassed with poisoned gas, with German poisoned gas. You call it Lost and Zarine, mustard gas, made by Germany. They have been gassed, and I was there to make photographs how these people have been killed by poisoned gas from Germany. When I came back to Germany, there was just one small photo in a newspaper, in the Frankfurter Allgemeine, and there was one small article not writing how impressive, brutally, how unhuman, how terrible it was to kill decades after the end of the Second World War, people with German poisoned gas. So this was a situation I feel misused for having been there and just to give a documentary what has been done, but not being allowed to cry out to the world what we have done behind closed doors. Up to today, it's not well known in the public that with German public gas, there have been hundreds or thousands of people gassed in this city of Zubaydat. Now, you ask, what have I done for intelligence agencies? So, please see, most of the journalists you see in foreign countries, they claim to be journalists, and they might be journalists, European or American journalists, but many of them, like me in the past, are so-called non-official cover. That's what the Americans call that. I have been a non-official cover. Non-official cover means what? It means you too work for an intelligence agency. You help them if they want you to help them, but they will never, when you are locked, or when they find out that you are not only a journalist but a spy too, they will never say, "Oh, this was one of our guys." They will not know you. That means non-official cover. So I have helped them in several situations, and I feel ashamed for that too now. Like I feel ashamed that I have worked for a very recommended newspaper like the Frankfurter Allgemeine, because I was bribed by billionaires, I was bribed by the Americans not to report exactly the truth, but I just imagined in my car while I was driving to this interview, I just tried
to work out in my brain what would have happened if I would have written a pro-Russian article in the Frankfurter Allgemeine. Well, I don't know what would have happened, but we were all educated to write pro-European, pro-American, but please, not pro-Russian. So I'm very sorry for that, but this is not what I understand for democracy and for press freedom. I'm very sorry for that. Well, yes, I understand your question very well. Germany is still a kind of a colony of the United States. You see that in many points, like the majority of the Germans don't want to have nukes in our country, but we still have American nukes. So we are still a kind of a colony of the Americans. And being a colony, it is very easy to approach young journalists through what is very important here is transatlantic organizations. All journalists from really respected and recommended big German newspapers, magazines, radio stations, TV stations, they are all members or guests of those big transatlantic organizations. And there, in these transatlantic organizations, you are approached to be pro-American, and there is nobody coming to you and saying, well, we are the Central Intelligence Agency, would you like to work for us? No, this is not the case how it happens. What they do, these transatlantic organizations, is they invite you for seeing the United States. They pay for that, they pay all your expenses and everything. So you are bribed, you get more and more corrupt, because they make you good contacts. You won't know that those good contacts are, let's say, non-official covers, or officially people working for Central Intelligence Agency or other American agencies. So you make friends. You think they are friends, and you cooperate with them. They ask you, well, could you do me this favor? Could you do me that favor? And so your brain more and more is brainwashed through these guys. And your question was, is this only the case with German journalists? No, I think it is especially the case with British journalists, because they have a much closer relationship. It is especially the case with Israelis, of course with French journalists for a part, not that big as with German or with British journalists. It is the case for Australian journalists, for journalists from New Zealand, from Taiwan, from, well, there is many countries in the Arab world, like Jordan, for example, like Oman, the Sultanate of Oman. There is many countries where this happens, where you find people to claim they are respected journalists, but if you look behind them, you'll find they are puppets on a string of the Central Intelligence Agency. I'm sorry in interrupting you. I'll give you one example. Sometimes the intelligence agencies, they come to your office and want you to write an article. I give you an example not from strange other journalists, from me myself. I've just forgotten the year. I just remember that the German Foreign Intelligence, Bundesnachrichtendienst, it is just a sister organization of the Central Intelligence Agency. It was founded by the American Intelligence Agency. So one day, the BND, this German Foreign Intelligence Agency, came to my office at the Frankfurter Allgemeine in Frankfurt. And they wanted me to write an article about Libya and about Colonel Muammar Gaddafi. I had absolutely no secret informations regarding Colonel Muammar Gaddafi and Libya. But they gave me all these secret informations, and they just wanted me to write, to sign the article with my name. I did that, but it was an article that was published in the Frankfurter Allgemeine that originally came from the Bundesnachrichtendienst, from the German Foreign Intelligence Agency. So do you really think that this is journalism, intelligence agencies writing articles? Oh yes, that article, I have reprinted it partly in my book. That article was how Libya and Colonel Muammar Gaddafi
how he secretly tried to build a poison gas factory. I think in Rupert was the name, yeah. And I got all those information. It was a story that was printed worldwide 2 days later. But I had no information on that. It was the intelligence agencies that wanted me to write this article. So, but this is not the way journalism should work, that intelligence agencies, that they decide what is printed and what not. If I say no, I give you an example from a very good example if you say no. Well, we have a rescue unit in Germany with helicopters for traffic accidents. It's called, they call themselves the Yellow Angels. There was one guy who didn't want to cooperate. He was a pilot of the helicopter service of the Yellow Angels in Germany. This guy said no to the Foreign Intelligence Service, Bundesnachrichtendienst, when they approached him and wanted him as a non-official cover to work for the German Foreign Intelligence Agency, under, just to pretend to be somebody from the Yellow Angels. So what happened was that he lost his job. And the court in Germany, the judge decided that they were right, because such a guy could not be trusted. He was kicked off his job because he didn't cooperate with the Foreign Intelligence Service. So I knew what would happen if I would not cooperate with intelligence services. Well, I have had, let me say, 6 times my house was house searched because I was accused by the public prosecutor, the German public prosecutor. I was accused of leaking secrets of states. 6 times house searched. Well, they hoped that I wouldn't do that ever again. But I think it's worse that the truth will come out one day. The truth won't die. And I don't mind what will happen. I've had 3 heart attacks. I have no children. So if they want to bring me to court or to prison, so it's worse for the truth. Спит Россия крепким сном, а над ней колдует гном, чтобы она вдруг не проснулась, правда, чтоб не всколыхнулась. Рядом с гномом его рать, тролли, их не сосчитать. Бегают и суетятся, гнома страшного боятся. Перед ним и так, и эдак от заката до рассвета гнутся тролли, извиваясь, угодить ему пытаясь. Гном Россию обливает быдло ядом, обдымляет дымом горьким и смеется. Смех его поганый льется. Только вдруг увидел гном. Ото сна проснулся дом, а за ним 2-й и 3-й. Во дворах играют дети. Видит трезвый добрый праздник. Это гнома очень дразнит. Троллей посылает к людям, ждет, что из того им будет. А те страшные создания людям сказки да предания говорят, и троллей много, только ничего не могут. Тот, кто ото сна проснулся, кто под гнетом не прогнулся, остальных теперь пробудет, ведать правду всем им будет. А когда страна очнется, все в свои места вернется, и тогда гномячей роже ничего уж не поможет. Даже его слуги-тролли, что верны ему до боли, испугаются и сгинут, гнома навсегда покинут. Слушай же, честной народ, прекратим-ка этот гнет, будем все Россию нашу, ядов выметаем чашу. Чем скорее Русь пробудим, тем скорее жить снова будем. Чары гномовы рассеем. Здравствуй, матушка Россия.